Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Космос неизменно вызывает интерес и завораживает воображение. Одна из самых интригующих тем – это запахи, которые могут совершать свои чудеса даже среди звезд. Разве не удивительно, что наши представления о космосе иногда окрашиваются ароматами? Порох, алкоголь, малина и даже тухлые яйца – столько мифов и заблуждений существует вокруг запахов Вселенной. Но так ли легко их ощутить? Мы погружаемся в мир космической алхимии и рассматриваем каждую деталь. Чтобы понять, чем на самом деле пахнет космос, нам нужно рассмотреть, как мы воспринимаем окружающий мир. В основном используются два чувства – зрение и слух. Каждый из нас привык видеть мерцание звезд и слышать шепот космоса через льстящее ухо интерпретаций. Но обоняние – третий аспект, который мы, возможно, недооценивали. Эффект восприятия запаха в космосе – загадка, требующая дальнейшего изучения. Что же мы смогли обнаружить на этом фронте? Запахи космоса варьируются от околоземного пространства до Луны, планет нашей Солнечной системы и даже межзвездного пространства. Эти ароматы рассказывают нам о химических процессах и событиях, оставивших след в истории Вселенной. Удивительно, что даже такие события, как Большой взрыв, могут иметь свой запах. Но прежде чем погрузиться в этот захватывающий мир ароматов, давайте разберемся, как мы можем их воспринимать. Обоняние – это сложный процесс, зависящий от взаимодействия молекул с рецепторами в носу. Когда мы вдыхаем, молекулы газа попадают на обонятельные рецепторы, расположенные в носовой полости. Эти рецепторы отправляют сигналы в мозг, где формируется восприятие запаха. Важно помнить, что ощущение запаха субъективно. То, что один человек может воспринимать как приятный аромат, другой может считать стойким и неприятным. Это отчасти зависит от культуры и опыта, но также и от структурной сложности молекул. Сложность различных молекул и их взаимодействие с рецепторами может объяснить, почему запахи имеют столь разнообразное и порой противоречивое влияние на наше восприятие. Научное объяснение запахов сводится к тому, что рецепторы реагируют на молекулы, а не на отдельные атомы. К примеру, добавление одного атома кислорода может кардинально изменить запах вещества. Возьмем для примера озон, который возникает, когда молекулы кислорода подвергаются воздействию ультрафиолетового света. Этот процесс создает новую молекулу – О3, обладающую характерным металлическим запахом. Теперь становится очевидным, что понимание молекул и их структуры имеет первостепенное значение для восприятия запахов в космосе. Запахи также зависят от концентрации веществ. Да. В теории, некоторые йоукикомолекулы могут обладать характерными запахами, но в условиях космоса их концентрация часто слишком низка для восприятия. Чтобы запах стал ощутимым, молекулы должны достигать определенной концентрации. На уровне атомов и молекул это означает, что мы можем просто не ощущать запахи, даже если они присутствуют. Этот факт открывает новые горизонты для изучения. Насколько близка или далека наша способность воспринимать мир через обоняние? В ранней Вселенной существовали весьма специфические условия. Не было полноценных молекул и атомов, но постепенно начался процесс их формирования. Сначала возникли атомные ядра, а затем нейтральные атомы, готовясь к созданию более сложных молекул. Это было время молчания до появления запахов. По мере остывания Вселенной атомы водорода и гелия начали объединяться, образуя первые молекулы, такие как водород и гелий. Эти молекулы стали основой для формирования химического разнообразия. С появлением первых нейтральных атомов и молекул космос начал заполняться химическим разнообразием. Звезды, образуя новые химические элементы в своих недрах, играли ключевую роль в этом процессе. С каждой звездной новизной появлялись сложные молекулы, как результат ядерных взаимодействий. И хотя на первых этапах атмосферы не было и следа запаха, гелиосферные и звездные процессы привели к образованию новых соединений, таких как углеводороды и кислород. Молекулы стали важными строительными блоками для дальнейшего формирования объектов во Вселенной, влияя и на возможные запахи. Сегодня астрономы неустанно исследуют звездное и межзвездное пространство, выявляя удивительные молекулы.
Среди них этилформет, который может напоминать запах малины, и сероводород, обнаруженный в туманности с поэтическим названием «тухлое яйцо». Эти открытия подчеркивают, что ароматы Вселенной гораздо более плоские и многогранные, чем мы могли представить. Также астрономы обнаружили формальдегид – молекулу, представляющую интерес для органической химии и, возможно, способствующую образованию аминокислот. Важно понимать, что даже если молекулы с запахами присутствуют в космосе, их концентрация крайне мала. В условиях межзвездного вакуума запахи становятся практически неощущаемыми из-за недостатка вещества. Всего лишь 2,7 умножить на 10 в девятой степени частиц размещаются в 1 кубическом сантиметре воздуха, тогда как в космосе эта плотность значительно ниже. Загадка заключается в том, как малое количество частиц может создавать субъективные впечатления о запахах. Это поднимает вопросы о том, как различные условия влияют на наше обоняние в рамках науки и искусства. Перемещаясь в пределах Солнечной системы, мы встречаем разные планеты с разнообразными химическими составами их атмосфер. Меркурий практически лишен атмосферы, так что о запахах можно забыть. Здесь царит тишина. Венера с плотной атмосферой, насыщенной оксидом серы, представляет собой настоящую загадку. Оксид серы придает эту атмосферу запахом зажженной спички, хоть он и присутствует в концентрации 150 частей на миллион. Каково это – стоять на поверхности планеты, где каждый вдох может быть последним? Марс. Планета красного цвета имеет свои особенности. Монооксид азота придает сладковатый запах, в то время как оксид железа добавляет свою пикантность, создавая поразительное ощущение солнечного ветра. На гигантах Солнечной системы ситуация еще более интересная. Юпитер. Его атмосфера насыщена аммиаком с невыносимым резким запахом. Это поднимает вопрос, а каково это – находиться среди вихрей газовых гигантов? Сатурн. Несмотря на доминирование бесцветных газов, здесь также встречается аммиак, но его аромат растворен в безмолвной красоте колец планеты. Титан. Спутник Сатурна, обладая насыщенной атмосферой, имеет запах, напоминающий бензин. Прогуливаясь по его поверхности, намекает на то, что миры вокруг нас полны не только тайны, но и интересного химического разнообразия. Уран и Нептун предлагают свои оскорбительные ароматы. Оба изобилуют сероводородом, излучающим запах тухлых яиц. Упаковка этих удивительных ароматов не ограничивается планетами. Даже кометы, как Чурюмова-Герасименко, тяжело пропитаны от аммиака, сероводорода и формальдегида. Эти молекулы являются доказательством того, что все наше понимание запахов и ароматов требует дальнейшего исследования. Метеориты, падающие с небес, иногда могут удивить, они могут иметь свой запах, но не все. Марчесский метеорит, например, описывался с разными ароматными характеристиками, оставляя в недоумении как ученых, так и простых наблюдателей. Каждый новый метеорит, каждая новая находка добавляют новые оттенки к пониманию космической химии. Но как насчет Луны? Астронавты во время миссии «Аполлон» утверждали, что ощущали запах пороха. Неожиданный и уникальный опыт, завораживающий и поражающий. Космонавты на Международной космической станции МКС также описывают налет ароматов. Сладковатый металлический, горячий металл или даже запах подгоревшего мяса. Эти ощущения подтверждают, что космическое путешествие открывает новые горизонты, уже не ограничивая нас только зрением и слухом. Запахи в космосе могут объясняться различными процессами. Окисление происходит, когда атомарный кислород, встречаясь с другими частицами, создает озон, имеющий характерный запах. Также полициклические ароматические углеводороды, которые возникают при вспышках сверхновых, могут накопиться в околоземном пространстве, добавляя к богатству ароматов. Все эти процессы показывают, насколько сложным и многообразным оказывается взаимодействие молекул в бесконечном космосе. Таким образом, запахи не просто фантазия или иллюзия. Это важные индикаторы процессов в космосе. Они помогают нам лучше понять уникальные процессы, происходящие между планетами и звездами. Задачи, которые сейчас стоят перед учеными и исследователями,
Это не просто обнаружение новых молекул или их запахов, а преодоление барьеров, которые ставит перед нами сама природа. Впереди еще много открытий, которые ждут своего часа, и, возможно, однажды мы сможем полностью ощутить и оценить ароматы Вселенной.